1 июля 2014 года пользователь Reddit Натан написал сообщение о его мертвой подруге Эмили. Она посылает ему сообщение на Facebook. Эмили умерла 7 августа 2012 года в Лондоне. Автомобильная авария. 4 сентября 2013 года он получает первое сообщение от его покойной подруги. Началось с простого привета. Доступ к почте был только у Натана и ее матери. Но когда стало ясно, что это была не мать Эмили, парень подумал, что это кто-то из знакомых взломал страницу. Но после привет сообщений больше не было. Через пару месяцев парень получил еще одно сообщение. После него он сразу же понял, что сообщения были фрагментами из предыдущих переписок, которые он и Эмили писали друг другу через Facebook. А потом вдруг все стало более пугающим. Парню начали поступать уведомления о том, что Эмили пометила себя на фото. Натан понял, что места помечены те, где девушка реально могла находиться. Он связался с Facebook, и они сказали ему, что места, которые указаны в геолокации, те, в которых она реально сейчас находится или где она бывала раньше, такие как его дом и дом матери. Он несколько раз менял пароль Facebook и даже включил двухфакторную аутентификацию. Сообщения не прекращались. Но со временем сообщения становились грубее. В скором времени начали поступать угрозы. Парень сильно запаниковал. Но потом поступило весьма странное сообщение. «Мне тут так холодно, я не знаю, что происходит». После представления, что она реально лежит в гробу и пишет это, кровь стынет в жилах. Но вскоре Натан просто ограничил доступ для Эмили. Потом этот пост появился в аккаунте Facebook. Впоследствии эта часть переписки была особенно тревожна для Натана. Части разговора были переработаны. Сообщения взяты с его последнего поста, сделанные в ту ночь, когда Эмили умерла. Но это все еще было недостаточно для того, чтобы Эмили покоилась с миром, потому что она послала Натану еще одно сообщение, и в этом она опубликовала фотографию. Она сфотографировала его сзади, наполовину закрытая дверь. Фото, которое, говорит Натан, было сделано в то время, когда больше никого, кроме него, в доме не было. 26 октября 1965 года полиция Индианаполиса ответила на звонок. Сказав, что девушка умерла, звонивший мальчик-подросток был очень нервный. Он сказал адрес и направил полицию на место происшествия. Когда полиция добралась до грязного, захудалого дома, они нашли изможденным мертвое тело 16-летней Сильвии Мари. Она вся была в синяках и ссадинах. Позже выяснилось, что это были небольшие раны, ожоги от сигарет и спичек, которых было более сотни. Были также большие раны на животе, на внешнем слое кожи была большая цифра, а на груди 3 клейма. Однако самыми примечательными травмами на сегодня были слова и печатные буквы, которые были выжжены прямо на ее животе. Звучали они так: «Я проститутка, и я горжусь этим». Все это началось с того, что родители ее, которые были работники рынка, оставили ее и ее сестру Дженни на попечении дяди. Они платили на нее $20 в неделю. За несколько месяцев до смерти пришел один из последних платежей с подписью: «Нам больше нечем платить». После чего мужчина вытащил ее на улицу и начал избивать и говорить, что теперь она ему просто не нужна. Он избивал девушек неделями. Дальше он делал это на протяжении месяцев. У него были и свои дети, которые наблюдали все это и иногда присоединялись. Также там была шайка соседских ребятишек. Они были достаточно молодые, в возрасте 10 лет. Они также смотрели и присоединялись к мучениям Сильвии и Дженни. Но помимо избиения, также происходило тушение зажженных сигарет на ней. Ее связывали, обливали кипящей водой, ее тело поджигали, натирали солью, а в ее кровоточащие раны засовывали ее фекалии и другие вещества, которые могли вызвать бы у нее жуткое загноение. Все это рассказывал один из этих маленьких мальчиков. Всегда бывает такой момент, когда ты высовываешь одну ногу из-под своей кровати или одеяла
и начинаешь представлять, как ее хватает какой-нибудь монстр. Особенно всего этого мы боялись в детстве. Но даже если ничего никогда не было под ним, то был один особенно ужасный случай, который произошел в 2003 году. Гость отеля заметил отвратительный запах в его номере на Кампри Мотел Канзас-Сити и пожаловался в персонал. После 3 дней проветривания и обрызгивания освежителями воздуха зловоние не уходило. Всех гостей и уборщиц тошнит прямо в номере. Когда бригада уборщиков начала перекладывать мебель, чтобы очистить последствия рвоты и убрать всю мебель, они нашли разлагающийся труп мужчины, одетый только в платок и чулки в сеточку. Мужчина находился под матрасом, а прошлый человек из этого номера прожил и спал на этой кровати 3 дня вместе с этим трупом. 25 января 2014 года Индианаполис Стар опубликовала большой репортаж. Семью тревожит 3 детей, предположительно одержимые демонами. Латоя Эмен и ее семья рассказывают ужасные истории о детях, которые карабкаются по стенам, бросаются тяжелыми вещами. Они пугают врачей глубокими, неестественными голосами. Все это похоже на описание какого-то фильма ужасов. Но самое страшное, что все это почти подтверждено 800 страницами официальных отчетов, полученных Индианаполис Стар, и рассказано в более чем десятках интервью с сотрудниками полиции. Психологи и священники в один голос утверждают, что дети одержимы. По рассказам, 9-летний ребенок ухмыляется и карабкается по стене к потолку, а затем прыгает, переворачивается и приземляется на ноги. 12 сентября 2008 года столкнулись 2 поезда в Частфордском районе Лос-Анджелеса. В результате катастрофы в Лос-Анджелесе погибло 25 человек. Одним из пассажиров на борту был Чарльз Пек, который ехал из Солт-Лейк-Сити для собеседования о приеме на работу в Лос-Анджелес. Он возлагал большие надежды на эту работу. Его невеста Андреа Кац жила в Калифорнии, и он планировал жениться на ней, если его возьмут на работу. В течение следующих 11 часов мужчина не переставал звонить своей невесте. Его сыну, брату, мачехе и сестре поступило в общей сложности 35 звонков. Однако каждый раз, когда они отвечали, они слышали только помехи. Когда звонили обратно, звонки шли прямиком в голосовую почту. Семья могла только предполагать, что Чарльз был жив среди обломков и звал на помощь. Когда поисковая группа наконец-то отследила телефонный сигнал, они обнаружили его тело в главном вагоне, где было больше всего травм и смертей. Сообщается, что Чарльз погиб еще при столкновении, и он никак не мог сделать звонки. Что еще более странно, так это то, что телефон так и не нашли.